Если у человека открывается сердце, то там появляется пустота. В случае, если эта пустота появляется у человека, то тогда, или тепло появляется, то тогда этого человека воспринимает окружающий мир как теплого человека. Это качество вашего сердца. С таким человеком хотят дружить, ему хотят давать мир, этому человеку что-то дает. Какие есть методы? Вы уже знаете, мы делали метод, при котором человек там как бы танцует, делает вот так, вот ручками, это открывает сердце. Есть еще один метод, он более эзотерический. Для того, чтобы открыть свое сердце так, чтобы потекло туда, потекла энергия денег, а также потекла энергия там, любви, счастья, хорошего отношения к вам, достаточно над головой представить хрустальный шар и в нем представить глаз. Представляете? А при чем тут сердце? Неважно. Представить над головой хрустальный шар или прозрачный шар и в нем представить глаз. Видели шары? Вот представьте, будто у вас на голове такой шар, и там вы видите в середине шарика глаз. Вместе со мной на вдохе и на выдохе будем произносить код, который связан с увеличением любви. Сейчас я открою. Код Дулько. Дара Яун будем произносить и представлять, будто над головой шар и в нем глаз. Дара Яун. Дара Яун. Достаточно. Если вы будете делать вот так дома, представлять над головой шар, и там будете представлять глаз, то вы в дальнейшем разовьете способность к своим прикосновениям к другому человеку, наложив на него руки, просто только этим избавлять этого человека от боли и болезни. Давай я на тебя руку положу. После этого положили, и человек выздоровеет. Каким образом это делается? Просто над головой представляйте, будто там шар и там глаз. Делаем еще раз, если со мной. Дальше. Существует два слова. Если человек произносит слово нак, то тогда автоматически вокруг него его энергетический кокон окрашивается в цвета радуги. Что это дает? Это дает множество событий прекрасных. То есть вы начнете видеть по-разному мир, начнете видеть эти события. Но так уж бывает, что мир вокруг, он не готов давать вам эти события и мешает вам воспринимать эти события радостно и так далее. Или же какие-то духи мешают, что очень часто бывает в наших странах. Почему? Дело в том, что почему-то, я не буду упоминать, какая религия, она поклоняется мертвым, также старается сделать все, чтобы мертвых поминать, также там проводят обряды сорокаусты и так далее за мертвых. Также постоянно вот этот элемент мертвецов, он культивируется в самой религии. Кто с этим не согласен? То есть кресты на гробах, кресты на церквах, кресты еще где-то и так далее. То есть это культивируется, таким образом данная религия, она культивирует поклонение мертвым. Тем самым сделала выпускание, когда мертвых вспоминают, то мертвые теряют спокойствие и становятся духами. И мы живем в таком мире, где духи мертвых, которые создает религия, они мешают человеку быть счастливым человеком. Из-за этого у большинства людей появляется ощущение такое, будто они хотят как можно быстрее умереть. Люди начинают даже использовать слова, там мозги взорвутся, чтобы мозги взорвались, инсульт произошел. Или там, ничего себе, почему, а зачем мертвым что-нибудь, знаете, и так далее. То есть почему? Почему они склонны к разрушению, к алкоголизму, к табакокурению, к быстрой жизни, то есть в 10 лет начать сексом заниматься, там, в 15 лет там, умереть, знаете, как можно быстрее. Почему? Побыстрее прожить. Почему? Духи мешают.
Духи, они мешают человеку жить. Но существует специальный звук. Этот звук звучит так. Звук рак. Что происходит, когда человек произносит рак? Смотрите, нак это Бог, а рак это не Бог. Это второе слово, как бы отталкивающее не Бога. Что такое земля? Бог создал людей для того, чтобы они были его кусочком, абсолютным проявлением счастья. И дал им эту землю, для того, чтобы они были абсолютным проявлением счастья на земле. Но темные силы постоянно стараются всеми путями сделать так, чтобы человек постоянно погружался вот в этот мир тьмы. Таким образом происходит борьба между божественным в человеке и миром тьмы, окружающим его. Есть ли в этом всем белые энергии какие-нибудь, которые помогают человеку? Хочу вам сказать, их нет. Нет ангелов, нет тех, кто вас может там помогать, поднимать, созидать и там что-то для вас делать. Нет. Вы и есть тот элемент божественного, который живет на земле. Ангелы человеку не помогают. Если ангелы с вами разговаривают, если вы ангелам молитесь или еще что-то знаете, вы в этот момент молитесь рак. То есть вы молитесь темным силам, понятно? Я говорю вам это серьезно. Единственная светлая сила – это ваш выбор и ваша вера, что все будет хорошо. Вы то существо, которое и есть светлая сила, и все в ваших руках. Темная сила – это темные силы, а вот они есть. Это мертвые духи, это объединенные мертвые духи, это астральные сущности. И это все создала религия, она виновата. Но все религии исчезнут. Исчезнет христианство, исчезнет католицизм и православие, исчезнут секты, исчезнет ислам, хотя вы, наверное, в этот момент меня не очень долюбливаете. Почему? Исчезнут все религии, потому что в этих религиях нет творчества. А мир сейчас, вот сейчас 2018 год, когда будет 2999 год, то мир придет к максимальному проявлению творчества. Какого? Технического, максимальному проявлению творчества физического и так далее. Будет мир очень интересный. Вот сейчас рассматривают, допустим, подогрев сидений с позиции вентиляторов, правильно? А в дальнейшем, когда человек будет мерзнуть, будет включать над собой определенный электромагнитный излучатель, который будет заставлять в его теле выделяться теплу. Представляете, выделяться теплу. Таким образом, люди могут ездить при минус 60 и при этом не замерзать, потому что их саморегуляция будет работать за счет определенных приборов. Представляете? Так будет устроен мир. То есть в автобусе будет очень холодно, но на это тратиться энергия не будет, потому что все будут сидеть и всем будет тепло. Почему? Они будут сами включать оборудование, которое не будет подогревать, а будет заниматься саморегуляцией человека в человеческом теле. Это будет дешевле. Представляете? Такая система творчества уничтожит религии. Поэтому сейчас творческие люди, поэтому сейчас люди, которые хотят изменений, которые хотят подвижности, которым уже недостаточен вакуум, которым недостаточен недеяния, ничего не делания. Эти люди, они обычно эту религию не выбирают. Творчество уничтожит религию. Нет. А сейчас, зачем я это все вам говорю? Мы сейчас будем как раз и произносить на вдохе нак, а на выдохе рак вместе со мной. Что мы будем делать? Нак, а на выдохе рак. Если произнести на вдохе нак, вы становитесь силой божественной. Если рак, то отталкиваете от себя и убираете негативные проявления любого зла, которое может быть. Попробуем? Ура! Наконец-то мы можем это сделать. Когда вы делаете рак, то вы должны шипеть. Покажу. И дальше. Итак, сначала нак. Итак, вместе со мной. И дальше. Отдыхаем. Что с вами происходит? Вы теперь можете почувствовать, как в вашей груди прямо появилось невероятный жар или тепло, которое просто разогрело ваше тело. Это и есть ваше выздоровление. Сейчас 5 минут и везде боли поисчезают, в тазобедренных суставах и так далее. Дома без меня выполнять такую практику, к сожалению, не стоит.
Потому что вы не знаете о том, что рак – это та энергия, которая может войти с вами в контакт в дальнейшем. Поэтому аккуратнее, хорошо? Или произносите просто рак, или произносите нак. А так, чтобы создавать энергию борьбы добра со злом, так дома делать самостоятельно не стоит. Это закрытые коды. Но я обещаю, если вы, вот смотрите, это коды первого уровня. Вот вы сейчас работаете с кодами, работали с кодами первого уровня, потом с кодами второго уровня. Коды второго уровня – это те, которые могут сделать человека богатым гораздо ярче и гораздо быстрее. То есть мы работали с кодами первого уровня выздоровлениями, после этого с кодами первого уровня богатства, а потом начали работать с кодами второго уровня там, любви и счастья и с кодами второго уровня там, оздоровления. А вот сейчас то, что мы делаем, это коды третьего уровня. Коды третьего уровня. Это один из самых простых кодов третьего уровня, но есть коды третьего уровня. Если бы у нас было еще 10 дней, то мы бы себя не только привели в невероятное энергетическое состояние, а прямо отсюда бы полетели домой уже на метлах. Мы, скорее всего, в дальнейшем, тихонечко, скорее всего, в дальнейшем будем делать такие вот морские курсы. То есть первый морской курс мы проводим общий курс первого уровня. А на второй остаются те люди, кто хочет дополнительно провести курс второго уровня. Да. Приехать на второй уровень без первого нельзя. Нельзя. Почему, вы теперь знаете сами. Потому что если человек начнет делать, то потом ему психиатрия обеспечена. Ну что, давайте еще раз. Рак на вдохе, вернее, нак на вдохе, рак на выдохе. А теперь произносим на вдохе и на выдохе нак. Тем самым мы делаем свой энергетический кокон вокруг себя сияющим всеми цветами радуги. Итак, давайте.